Всем добрый вечер, дорогие друзья. Рад видеть вас на своем канале. Сегодня мы продолжаем обозревать придворные карты. Карты двора их еще называют, или из числа младших арканов. Это будут у нас те, в общем, которые с картинками издревле были. Да? Не всегда были числовые арканы тоже с картинками, а вот карты двора придворные были с изображениями. Сегодня у нас будет на обзоре, давайте мы сразу можем и переместиться в наш раздел «Библия». В который раз уже напоминаю, что мы идем по книгам, начали мы с Библии, и сейчас, закончив старшие арканы, мы перешли с вами в раздел «Жезлы». Жезлы, напоминаю, это у нас огненная масть. Жезлы, посохи, палки, копья, бастоны, много названий, много разных вариантов у этой масти в картах Таро. Разобрали мы с вами из придворных карт уже короля и рыцаря, и сейчас пришла наша очередь разбирать пажей. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что давайте мы переместимся в нашего пажа и заглянем мы... Заглянем мы в начало, и вот обратите внимание, королевский двор, я их отдельно вынес, они у нас будут присутствовать, эти все карты королевского двора, во всех мастях и, естественно, во всех книгах, в общем, так или иначе, не будут фигурировать. Так на что я хочу обратить внимание, что здесь пажи, они все представлены девушками, и впору их назвать было бы не пажи, а пажихи, шучу, принцессы. Очень часто называются принцессы в разных колодах. Кстати, есть крайне редкие колоды, когда придворных карт не 4 ранга, а их больше. То есть, когда может присутствовать и паж, и принцесса, и рыцарь, и королева, и король. Но это скорее исключение. А классика – это когда присутствует 4. И на уроке, который у нас был посвящен королю жезлов, он был своего рода такой вступительный в раздел придворных карт. Мы с вами там и говорили о том, что... О чем мы говорили? Надо напомнить, я уже и сам подзабыл. По поводу того, что короли в целом все, это у нас будет огненная масть, стихия огня. Все королевы это будет вода, все рыцари это воздух, и все пажи по логике остается у нас земля. То есть независимо от того, что это у нас паж относится к жезлам, но это у нас также и стихия земля. То есть вот этих два аспекта важно учитывать. Ну и, конечно же, мы с вами заглянем и в астрологию. Так, ну сперва давайте мы глянем, что мы видим на заглавной страничке. Мы видим некоторую женщину, девушку, которую зовут Девора. Иногда ее переводят как Дебора, то есть это в большей степени такой англоязычный вариант, где она пишется как Дебора, в конце еще буква H пишется. Но в русском переводе литературном ее называют Девора. И это у нас судья, она же является и пророком, которые существовали до момента, когда израильтяне стали себе уже выбирать царей, ну точнее Господь начал выбирать царей для израильтян. Так вот, ими управляли судьи. Это был период между тем, когда они вышли из египетского рабства. Помните, мы с вами разбирали карту Маг, мы говорили о Моисее. И буквально мы вскользь говорили о неком Иисусе Навине. Иисус Навин был такой вот человек, который был рядом с Моисеем. Он же вместе с ними на гору поднимался и не был в числе тех, которые поклонялись золотому тельцу. Так вот, когда они 40 лет бродили по пустыне и наконец-то пришли в землю обетованную, и стояла задача с тем, чтобы уже отвоевать эту землю, которую впоследствии Господь им отдаст. Так вот, Иисус Навин, и он уже, Моисей был стар, я уже не помню, возможно, он даже уже и не живой был на тот момент. Иисус Навин предводительствует израильтянами, направляя их полки против хананеев. И после Иисуса Навина был период судей. Если мне память не изменяет, то их было 12 вот в этом промежутке между Иисусом Навином и тем, когда начали выбирать уже первого царя, назначать, возливать на его голову елей. Через пророков Господь помазывал определенных людей на эту должность.
Так вот, наш главный сегодняшний персонаж Девора, это как раз была единственная во всей истории Израиля девушка, которая была судьей и была пророком. Вообще, я думаю, что вы уже заметили, кто смотрит эти лекции параллельно с тем, когда я их выпускаю, и тем более тот, кто читал Библию или знаком в целом со священными писаниями, обращал внимание, насколько эта книга является патриархальной. И общество ветхозаветное, насколько оно было насквозь пропитано тем, что мужчина главный был, особенно что касается управления государством, главный в семье, и много в чем он был главный, да, кроме каких-то таких явных очевидных вещей. И в целом все Священное Писание пронизано тем, что, как бы вроде бы Бог нелицеприятен и нет у него определенного пола, но сквозит такое ощущение, что он является мужчиной. Не только у меня одного такое мнение, ощущение сложилось. Поэтому это еще больше вызывает удивление, с одной стороны, и уважение, и с третьей, наше пристальное внимание должно быть приковано к Деворе, дабы больше нам понять, что же это за персонаж. Так, давайте мы глянем, что мы вообще будем сегодня разбирать. В целом мы посмотрим по аналогии с предыдущими уроками, с предыдущим, например, рыцарем жезлов. Мы посмотрим вначале, кто же такой в целом Паша Жезлов, без привязки к карте Гюстава Дере. В большей степени то, что касается у нас традиционной уэйтовской карты или подобных карт, подобных колод, которые люди пользуются в большинстве своем и на основании которых большинство карт, большинство современных колод так или иначе созданы. Пусть если и не по четкому визуальному оформлению, то как минимум по смысловому. И пока что все эти карты, которые мы с вами разбирали из колоды Лос Карабео, они очень мощно перекликаются прямо с уэйтовской колодой. Не помню я, чтобы мы заметили каких-то явных таких отличий, которые бы диссонировали и тянули там на себя какие-то другие значения. В общем, посмотрим мы, кто такой Паш Жезлов в таких обширных каких-то общих понятиях. Понятное дело, будем там в голове потом себе запоминать какие-то моменты и возвращаться, когда уже перейдем к истории с Деворой. Вот несколько трудный момент, но мы попытаемся разобраться, какой же зодиакальный дом у нас попадает в пажей. Честно говоря, я четко могу разделить, не лично я, имеется в виду, я придерживаюсь такого же мнения, как, например, пан Роман, который в свою очередь пользуется аналогичной схемой Юрия Хана, когда 12 зодиакальных домов, 12 знаков зодиака, они так или иначе распределяются среди 22 старших арканов. Точнее, я бы так сказал, что старшие арканы распределяются по зодиакальным домам. И я говорил еще на первом уроке из придворных карт на короле жезлов относительно того, что не все тарологи разделяют остальные арканы, имеется в виду числовые, придворные, также по зодиакальным домам. То есть не все их привязывают к какому-то зодиакальному дому, к какому-то знаку. Но мы пошли с вами по тому пути, что тоже попытались посмотреть, какие же значения могут быть, насколько это может соответствовать правде действительности, и пока у нас это получалось. Но, честно говоря, с пажами трудности были у меня давно всегда, имеется в виду в том плане, а к какому же их отнести. Вы понимаете, да, сложность в том, что из 4 жезловых ранга, пажи, рыцари, королевы и короли, но при этом есть только 3 огненных знака. И как 4 карты разделить на 3? То есть, есть с этим сложности, есть нюансы. Люди разделяют по-разному. Я пошел по тому пути, чтобы посмотреть, пришлось пролистать, скажем так, напомнить себе все зодиакальные дома огненных знаков и посмотреть, какие еще могут перекликаться с нашим пажом. Посмотрим мы историю Деворы, что-то мы почитаем из Библии, что-то мы параллельно заглянем в те конспекты, которые я сделал. Ответим также на вопрос, что общего у нас у Деворы и пажа жезлов, то есть прямо вот так мы уже будем их сравнивать.
И такой тоже интересный момент, и у вас тоже такой вопрос может возникнуть, когда вы будете слушать историю о самой Девере, почему Девера паж, а не королева, или не рыцарь? Ну, потому что прям, честно говоря, просится. И посмотрим искусство. Есть несколько картин, на которые можно было бы обратить внимание. Вот, пожалуй, и можно уже начинать. Относительно, значит, пажей, что я вот хотел сказать отдельно, что пажи, они представляют, помните, мы говорили в разделе с королем жезлов, что 4 наших придворные карты, они делятся на 2 пары, то есть 2 мужчины и 2 женщины. Паж и королева – это женская энергия инь, а рыцарь и король – это, соответственно, мужская энергия янь или ян. Значит, пажи представляют энергию инь, то есть женскую или детскую энергию. Они открыты, любознательны, невинны, готовы учиться и расти. Паж любит жизнь и принимает ее. Он полностью погружен в сущность своей масти и живет ее жизнью, не испытывая трудностей и не заботясь ни о чем. Паж может также представлять нового в вашей жизни человека, доставлять послания, приносить новые возможности. Когда в раскладе вам выпадает паж, задумайтесь о том, готовы ли вы получить его послание. Ну, вот так вот пишет автор книги. Достаточно ли вы любознательны? Пажи обычно означают любознательность. Почему любознательность? Потому что паж это у нас будет, давайте мы так немножко еще окунемся назад, 4 ранга, они подразумевают разную степень влияния на ситуацию, разную степень подчинения себя этой ситуации, либо нахождения себя за пределами этой ситуации. Так вот, пажи, это у нас будет самый младший ранг из придворных карт, и понятное дело, что они не управляют ситуацией. Это, как правило, почему и говорится о том, что кроме того, что это женская энергия, это еще может обозначать ребенка, что-то новое, что-то зародившееся, что-то появившееся. В любой сфере, мы дальше перейдем на разные сферы, посмотрим, как это будет проигрываться у нас в жизни. Но стоит понимать сразу, что паж это нечто юное, нечто молодое, нечто незрелое. Но, как мы сейчас посмотрим, наш паж жезлов, это будет всегда такое горячее, стремительное, как, кстати, и любой огонь, движущийся вперед. Но стоит помнить, что это у нас огонь земляной такой, да? То есть пажи – это у нас земля, что такое больше приземленное, больше такое трудолюбивое, усердное, которое будет там сидеть, сапать, что-то стругать однотонно, монотонно. Пажи означает обычно любознательность, открытость, новую надежду, веру, доверие, рост, невинность и так далее. Так, и давайте мы тогда с вами сразу же и перейдем к тому, что у нас в целом может означать паж жезлов. Вот мы сейчас пока говорим еще не столько про Девору, сколько мы говорим про собирательный образ пажа жезлов, который у нас изображен на ветовской карте и к которому вы все привыкли пользоваться в традиционных гаданиях. Что такое паж жезлов? Вот такая вот, скажем, собирательная информация. Традиционная формула, описывающая этот фигурный аркан: здравомыслящий, молодой незнакомец с добрыми намерениями, честный человек, лояльно настроенный по отношению к вопрошающему, мужественный и честный защитник других, уверенный в себе рассудительный друг, которому можно доверять. То есть в целом, читая о паже жезлов как о неком таком одухотворенном персонаже, то есть не о ситуации, а какой-то личности, мы видим, что для вопрошающего, имеется в виду для человека, на которого мы смотрим, кому мы гадаем, на кверинта, как их часто называют, этот персонаж означает, всяческие какие-то блага. Это может быть друг, это там какой-то позитивный персонаж, товарищ, честный человек, который лояльно настроенный, который позитивно настроен, который готов протянуть руку помощи и так далее. Паж жезлов является собой образец молодого человека того типа, про который принято говорить с хорошими задатками. Часто мы слышим, такое о человеке, кстати, и о ситуации. Особенно, когда этот человек, кстати, с хорошими задатками, оно тут же вяжется с чем-то новым. Человек новый пришел в коллектив, человек новый устроился на работу, новый какой-то ученик,
То есть потенциал — это же синоним будет того же самого, что с хорошими задатками. То есть имеется в виду, что потенциально, пока еще ничего не произошло, не случилось, но потенциально в этом человеке, в этом паже жезлов содержится то-то, то-то и то-то. То есть потенциально это человек с хорошими задатками. Пока еще не вполне понятно, будут ли эти многообещающие задатки реализованы во что-то конкретное, или же они так и останутся нераскрытыми. Это незавершенные действия. Если мы вспоминаем с вами рыцаря, давайте уже проводить такие аналогии, который горцевал у нас на лошади, и там в целом вся карта пронизана движением, она пронизана таким огнем каким-то активным, упорным, который уже действует, уже что-то делает, то по пажам есть ощущение того, что это может произойти, но прямо сейчас это не происходит. Это скорее намек, это скорее обещание, это скорее доброе предзнаменование и явление того, что это может быть в принципе потенциально. Жезлы — это стихия огня, и шанс, открывающийся здесь, имеет форму какой-либо увлекательной идеи или предложения, принимаемой нами с восторгом. Помним, несмотря на то, что пажи в целом все, это у нас идет стихия Земли, но конкретно мы сейчас разбираем, это так больше фоном проходит, да, это мы должны понимать как такой некий, там, вторая, третья черта характера. Но на первый план, конечно же, выходит стихия огня. И огонь, как мы уже говорили на предыдущих лекциях, это та стихия, которая не может замереть, она не может остановиться, ей постоянно нужно двигаться, она постоянно будет поджигать новые дрова, она будет постоянно расширяться, и даже если речь идет о маленьком огоньке, то все равно он дает и жар, и тепло, и свет, и он будет требовать топлива. Иначе, хоть даже мы говорим и о маленькой спичке, но если не поджечь рядом вторую, третью спичку, либо какую-то бумажку, то спичка это просто быстро перегорит и превратится в ничто по большому счету. Поэтому вот и речь идет о том, что это шанс, который открывается, и дальше нужно им пользоваться, дальше нужно подкидывать дрова для того, чтобы это могло перейти в следующую стадию по рыцарю, либо по королеве, которую будем разбирать в будущем. Весна в сердце, радость жизни, спонтанность и вдохновение. То есть такая несколько, знаете, как по-весеннему, неконтролируемая может быть радость, которая просто есть, просто потому что. Кстати, помните, мы с вами говорили о том, что огонь и воздух — это две похожие стихии в том плане, что они действуют для того, чтобы произвести какое-то действие и получить результат. В отличие от земли и воды, которые скорее инертны. То есть что-то произошло, а они начинают на это реагировать. Так вот, огонь в этом плане, конечно, он более такой зажигательный и действует просто потому что хочется, потому что увидел, потому что весна, потому что там где-то забурлила кровь, гормоны заиграли, и хочется просто чего-то делать, творить, двигаться вперед. Паж жезлов может описывать бесшабашный настрой, отличное настроение, веселье и эйфорию. В состоянии, описываемом пажом жезлов, мы готовы ринуться в водоворот приключений, а с готовностью идем навстречу неизведанному, приветствуем свежесть и новизну в любых проявлениях. Заметьте, как часто появляется в тех или иных формулировках слово «новый», «новизна», «в первый раз», «потенциал». То есть уже должно у вас сформироваться ощущение от этой карты в том плане, что когда она появляется в раскладах, давайте мы без конкретики значения, но понимая в целом, что по этой карте может происходить, вы без труда сможете сопоставить это с соседними картами, с вашей ситуацией и понять, что это что-то вновь появившееся, это что-то радостное, что-то приятное, что-то потенциальное, требующее в будущем дальнейших каких-то действий, какого-то развития. Пока все замечательно, пока все хорошо. Условно говоря, на улице светит солнышко и замечательная погода. Сейчас можно обуть кроссовки, взять велосипед, взять скейтборд или взять там рюкзак, пойти в поход. Это всего еще не свершилось, но потенциально все это предполагает, потому что уже есть настроение, потому что уже так сложились обстоятельства, потому что кто-то, может быть, уже позвал вас на пикник или в гости. То есть все сейчас складывается так, если мы говорим, что тут же может проигрываться и ситуация, а не только сам человек.
Ну, также это и человека может означать. Вас самого, например, в этой ситуации. Или появившегося друга. Как и рыцарь, паж жезлов отличается порывистостью, импульсивностью и спонтанностью. Помните, да, мы говорили про рыцаря, вот эти все вещи. Он весел, открыт, непосредственен, склонен к импровизации и излучает волнующий и чарующий дух оживленности. В нем нет такой неуемности и соревновательности, как в рыцаре. Ну, это и так очевидно и понятно было, потому что рыцарь находится на лошади, рыцарь имеет большую свободу движений, у него больше прав, не больше обязанностей, больше скорее возможностей для какой-то реализации себя внутри данного задания. Если мы мысленно с вами перенесемся на, как это называется, пир, да, который у нас был при дворе, где были все масти у нас, все ранги точнее, король, королева, рыцари и пажи, то мы поняли, пажи занимались только тем, что им поручили, что им сказали, тем они и занимаются. То есть у них особо как бы не было возможности выносить эту еду, пританцовывая, да, иначе ты можешь там расплескать кубок с вином, ты должен был просто скромно принести его, поставить, также незаметно убрать тарелки и исчезнуть, без какой-либо инициативы. Поэтому он также открыт, весел и непосредственен, но нет у него такой неуемности и соревновательности, какой-то раскованности, как в рыцаре. Но он также любит порисоваться и действует без подготовки. В отличие, например, от того же пажа мечей. Помним, что мечи – это у нас стихия воздуха. Это у нас также и разум. И, соответственно, пажи мечей – это те, которые обязательно выстроят определенную систему ходов, какую-то комбинацию, продумают все наперед. Пажи жезлов нет, они не такие. Они будут действовать как весна, они будут как огонь, действовать импульсивно. То есть, с какой стороны там где-то дрова появились, в ту сторону я буду гореть. Что-то там где-то ветер подул, пламя раздулось, я горю ярче. Ну, примерно вот так это все выглядит. Ну и, кстати, вспоминая еще по поводу того, что в целом все рыцари у нас относятся к стихии воздух, а все пажи к стихии земля, тут еще и прослеживается эта разница. Ну, само собой, это женская энергия земля, а воздух – это мужская энергия. И получается, что у нас отсюда и рыцари такие более активные, потому что здесь огонь, он как бы смягчен землей, он больше смягчен женской энергией инь. Он находится в подчиненном положении, паж, но готов проложить себе путь к вершине, движимый огненными амбициями. Но для этого ему надо перерасти во что-то большее. То есть пока это амбиции, пока это потенциал, пока это парень с хорошими задатками. Паж жезлов склонен к самолюбованию, так что есть опасность впасть в нарциссизм. Ну, это если мы говорим о негативном прочтении этой карты. Он сам создает себе препятствия, и ему еще придется преодолеть их, чтобы, наконец, правильно оценить самого себя. Паж жезлов часто говорит о начальной фазе какого-либо дела и необходимости обучения. Да, если паж жезлов выпадает в каком-то из раскладов, которое означает, как действовать или как будет развиваться то или иное дело, то всегда это будет подразумевать в первую очередь, что это начало, это только старт. Это, кстати, очень будет неплохо перекликаться вот с картой шут тоже. Но также будет означать, что придется много работать. То есть потенциала много, задора много, энтузиазма хватает, но для того, чтобы получить конечный результат, нужно будет работать там, по рыцарю. Самый такой трудолюбивый у нас рыцарь Пентаклей. Пройти еще какой-то определенный путь. Ну, соседние карты могут уже об этом также дополнительно сказать. Энтузиазма здесь больше, чем, собственно, любви. Алистер Кроули указывает, что в случае пажа, у него это принцессы в колоде, за сильным сексуальным импульсом скрывается неспособность к истинному взаимообмену, отсутствие подлинного эмоционального вовлечения и искренней самоотдачи. Немножко такой замысловатый текст, но по большому счету имеется в виду что? Имеется в виду то, что пажи, они, как и рыцари, помните, мы говорили вот там в разрезе
сферы чаш, кубков, в разрезе сферы любви, мы говорили о том, что это скорее такие герои-любовники, которые очень яркие, очень импульсивные, они страстные, эмоциональные, но они могут быстро загореться любой какой-то другой новой игрушкой, так же страстно, как вчера еще говорили вот этой, а тут забросить в угол и позабыть об этом. О пажах Алистер Кроули говорит аналогичным образом, что есть сильный сексуальный импульс, но не стоит ожидать от пажа, что это будет что-то серьезное, что это будут какие-то истинные чувства. Это скорее такая яркая какая-то будет вспышка моментальная. Если паж жезлов становится сигнификатором партнера, может для вас новое слово, сигнификатор имеется в виду, когда паж жезлов, его можно отождествлять с вопрошающим человеком, либо человеком, на которого мы смотрим. Ну, условно говоря, есть там некий, предположим, там Александр, и мы либо самостоятельно назначили, что вот Александр у нас, исходя из того, что мы о нем знаем, будет у нас пажом жезлов. Либо, может быть, делали предварительный расклад, и колода нам охарактеризовала среди прочих карт Александра как паж жезлов. И в дальнейшие расклады мы уже, когда делаем, если он выпадает, точнее, выпадает эта карта паж жезлов, мы понимаем, что это и есть как раз сигнификатор того самого Александра. Так вот, где-то я потерял. Если паж жезлов становится сигнификатором партнера, то представляет молодого, по крайней мере, душой. Тоже не важен возраст, скорее важно, помните, что у нас такое ранги, это степень влияния на ситуацию. Значит, означает молодого, по крайней мере, душой, человека, живущего в настоящее время одним днем, мечтающего соблазнить объект своего интереса. Ну и причем соблазнение тут не столько стоит воспринимать это в таком буквальном смысле, как взаимоотношения между противоположными полами, это может быть и соблазнить партнера, если мы говорим о бизнесе. Вот, кстати, мы будем, когда с вами говорить про Дебору, стоит обращать внимание, хотя она, забегая наперед, скажу, что будет у нас положительный персонаж, но вот вы представьте, а что если бы она поступила бы наоборот, если бы она поступила вот так? Вы сразу сможете понимать, представлять, как если бы это был паж жезлов, но в перевернутом значении. Я, если не буду забывать, то я буду на этом акцентировать внимание, останавливаться и говорить, а вот если бы здесь она поступила вот так, ну то есть наоборот, да, то мы понимаем, что там какие-то ее личные амбиции могли бы взять верх. Или там будет похожая ситуация, где вот этот же паж жезлов, вот она может, живет одним каким-то днем, одним мигом и мечтает соблазнить объект своего интереса. То есть, условно говоря, там ему навешать, наплести чего-то, и человек в это поверит. И, как я и говорил, по поводу зодиакального дома, то, что я просмотрел, я выделил, что имеет смысл нам обратить и на первый дом, огненный, но также и на седьмой, воздушный. Да, я понимаю, что, кстати говоря, в некоторых изданиях некоторые авторы изначально толкуют, как это ни странно, пажа жезлов, но как под седьмым домом, где у нас идет весы, и это у нас воздушный знак. Почему так? Потому что там у нас доминирует и кульминирует у нас Венера, при этом у нас там присутствует понимание второй стороны, кстати, что очень хорошо будет вязаться с нашей судьей и с нашим пророком Деборой. Может быть, из-за этого авторы из Лос Карабаео выбрали на эту роль также именно эту гравюру с этим историческим персонажем. Но стоит также и напомнить вам, что первый зодиакальный дом является противоположным седьмому. А я уже неоднократно говорил, и вы это и сами знаете, о том, что для того, чтобы понять, нам, полнее раскрыть какой-то дом, стоит посмотреть в противоположном положении, какой же находится дом. И вот в сравнении их, сопоставлении их, можно полнее раскрыть тот или иной знак. Если вы хотя бы поверхностно знакомы с натальной картой, то для вас такая картинка, она не будет удивлением. Если нет, то вот можно посмотреть. Она делится на 12 домов. 12 домов, которые каждый из них подразумевает
определенный какой-то набор сфер жизни человека, которые его затрагивают, в которых он проживает, и они же за собой несут также и знаки зодиака. И, соответственно, здесь четко видно, что вот первый дом – это у нас личность, внешние взгляды на жизнь, самооценка, ну так очень поверхностно сказано. И это у нас же и овны. И напротив мы видим четко, да, вот напротив весы – это у нас брак, отношения, деловое партнерство. И вот мы сейчас с вами почитаем как раз и обратим внимание на те аспекты, которые касаются первого дома, и то, что, по моему мнению, у нас соотносится в целом с пониманием пажа жезлов. И почитаем о седьмом доме, что же там может у нас быть созвучным тоже с пажом жезлов. И, кстати, хотел бы еще сказать по поводу того, что мысль ушла. Да, ушла мысль. Так, значит, первый дом. Субъективно включение первого дома означает принятие позиции «я есть Вселенная» или даже «я есть Бог». Наиболее яркий образ первого дома – это певец на эстраде, ослепленный светом прожекторов, не видящий и не слышащий ничего вокруг и поглощенный лишь той гранью себя, которую он в данный момент представляет. Вот такой вот яркий какой-то образ. Кстати, забегая наперед, сразу имеет смысл сказать, что первый дом, он в большей степени говорит о том, что вот я есть Вселенная или даже я есть Бог, тогда как седьмой дом, он подразумевает, что я прохожу фоном, а вот на первом месте как раз идешь ты, то есть идет какая-то вторая сторона, а под второй стороной может быть что угодно. Если мы говорим о взаимоотношениях между близкими людьми в браке, предположим, то это вот просто партнер, но это также может быть и в мир внешний в целом, или какой-то, вот как в случае с Деврой, будет враг в виде, или вторая сторона в виде людей, которые приходили к ней как судья, либо в дальнейшем как враги, с которыми ей пришлось в том числе воевать. Ну, давайте мы говорим сейчас о первом доме. На первом уровне проработки первого дома, помните, что Авессалом Подводный разделяет это все на несколько уровней, на 4. От самого простого уровня прокачки до 4, как я говорю, уровень Бог. На первом уровне проработки первого дома человек полностью отождествляется со своей личностью, а личность не отделяет от физического тела. Здесь самосознание развито очень слабо. Человек на самом деле плохо отделил себя от окружающего мира, он скорее скажет «больно», чем «у меня болит». На этом уровне человек абсолютно доверяет своему восприятию и считает, что того, что он не видит или не ощущает, просто не существует. На этом уровне человек, как правило, носит одну-две совершенно жестких маски. Первую для тех, кто ему подвластен, вторую для тех, кто его сильнее, и полностью себя с ними отождествляет. Обычно такого же мнения держатся и окружающие. Ну, естественно, что первый уровень – это будет явное такое прочтение карты в перевернутом значении, то есть проявление каких-то негативных сторон по первому дому и по нашему пажу жезлов, а уже начиная там второй, в большей степени третий, ну и, понятное дело, 4 уровень, это вот просто будет все самые приятные, позитивные вещи, которые мы ожидаем от пажа, они здесь и встречаются. Ну, еще насчет первого уровня проработки. Люди, например, делятся у человека на хороших и на плохих, на умных и дураков. В психической реальности преобладают два состояния, то есть либо агрессия, либо блокировка. Иногда по таким видам полной покорности и присмыкания перед превосходящей силой. На втором уровне проработки первого дома происходит полное отделение человека от окружающего мира. Теперь он может говорить о себе, взирая на свою личность как бы со стороны. То есть произошла некая трансформация, произошла мутация, и человек вышел на новый уровень восприятия себя в этом мире, и он может на себя смотреть со стороны. И понятное дело, что в гармоничной такой прокачке человека в первом доме у него также будет хорошо прокачан и 7 дом. А 7 дом мы помним, что там имеется в виду наличие второй стороны и учитывание ее интересов. Но в первом доме это все-таки в большей степени я, человек, на себя обращает внимание.
видит себя со стороны и то, как он может взаимодействовать на этот мир, и что этот мир в итоге ему скажет в ответ. Для него это очень важно. Человек считает, что личность нужно формировать, но не относит это занятие к числу важнейших для себя. Материализуется хотя бы частично понятие внутренней работы и появляется реальная внутренняя причина для самоуважения. Теперь самоутверждение в некоторой мере идет изнутри, и самооценка человека не так тотально зависит от внешних обстоятельств. Вопрос самоутверждения и самореализации по-прежнему решается на социальном уровне, то есть основным критерием служит внешнее достижение человека, особенно социально признанное. Я бы очень хотел, чтобы вы сейчас эти моменты так вкратце себе запоминали, потому что мы хотя еще о Деваре не читали, но я не зря эти моменты оставил, потому что они, в принципе, касаются ее, как судьи, которая судила евреев, которая потом была предводительницей, которая одновременно являлась и судьей, и пророком, то есть изъявляла и пересказывала волю Господа в каких-то сложных вопросах, собственно, почему люди к ней и приходили. Но я бы ее скорее отнес уже вот к третьему, либо к четвертому уровню проработки первого дома, где человек учится видеть свою личность как поверхностный слой своего внутреннего «я». У него есть достаточно большой и дифференцированный внутренний мир, который развивается по своим законам и в котором человек может различными способами себя вести. Чему-то радоваться, чему-то огорчаться, что-то менять, словом, жить. Это не дается бесплатно. Костное общество терпит подобные проявления с трудом и всегда предпочитает яркие личности, то есть которые сильные, с сильным первым домом, действительно оригинальным и талантливым, то есть с проработанным первым домом. И человеку суждена нелегкая борьба за одно лишь право на свое видение мира. Речь идет о том, что человек, развивая свой первый дом, взаимодействуя, естественно, по первому дому с внешним миром, но пользуясь своей личностью как неким инструментом, он может действовать шаблонно, и зачастую это людям нравится, скажем, в не супер развитом обществе, которое ожидает от людей какого-то, если и героя, то шаблонного, стандартного героя. А человек может столкнуться с тем, что он хочет действовать уже несколько творчески, как-то по-другому себя проявлять, развить вот такую сторону своей личности и в этой ситуации сделать так. И может столкнуться с тем, что общество на это неадекватно реагирует, а для первого дома это болезненно. То есть для первого дома важна некая традиционность, некая такая шаблонность, что ли. Во всяком случае, на третьем уровне проработки. На четвертом уровень Бог. Для человека это уже в принципе не важно. Как раз наша Девара-судья, она находится в том положении, когда она делает общественно значимую работу, она является судьей, она является яркой личностью, ярким героем, и, в общем-то, ей не грозит то, что надо как-то себя творчески проявлять. Но, заметим, в целом вообще уже то, что женщина являлась судьей, одной единственной за всю историю Израиля, уже может говорить о необычности ее. На четвертом уровне проработки первого дома человек воспринимает свою личность как рабочий инструмент, предназначенный для связи внешнего и внутреннего мира. Но внутренний мир мы сами понимаем, коль мы с вами читаем библейские истории, мы читаем события, связанные так или иначе с Богом, то мы понимаем, что внутренний мир, он же подразумевает и связь с Богом. Внешний мир в данном случае, здесь имеется в виду взаимодействие ее с такими же другими людьми, с какими-то внешними врагами, оппонентами или, наоборот, компаньонами. А внутренний мир, это же здесь будет не только мое внутреннее ощущение, какие-то работа над собой, но это всегда и будет связь у нас с чем-то потусторонним, чем-то Всевышним, с Абсолютом. В случае с Деварой это связь с Господом Богом. И есть тут внутренний мир. И вот это ее прямая передача, то есть ее внутренний мир, те голоса, которые она слышала, либо посредством чего она получала волю Господа, может быть, в снах ей снилось. Об этом прямо в книге Судей не говорится, но в целом весь Ветхий Завет пронизан тем, что пророки получали, как правило,
волю Господа несколькими путями. Мы уже с вами, по-моему, об этом упоминали. То есть это посредством бросания жребия, типа Урим и Тумим, это посредством снов, каких-то видений, через пророков, да, как, Девора и сама является пророком. Тут бы понять, как она получала ту самую связь, то есть как она, как ясновидящая, просто закрывала глаза, погружалась в себя, и ей голос какой-то в виде интуиции, в виде собственного голоса ее, который что-то там ей наговаривал. В общем, это и есть внутренний мир, как ни крути. Потому что не являлся ей Господь в чем-то материальным, зримым, который с ней поговорил, она тут же выходила там к людям и им извещала волю. Нет, это так или иначе была работа внутренний мир, внешний мир. Вот как раз мы, видите, сами мы и читаем о том, что это уже в большей степени 4-й уровень проработки, когда человек, он воспринимает свою личность, то есть личность, что имеется в виду. Вот Девора, она с одной стороны была кто? Она была жена, она была мама, но она также была и судья, то есть это ее другая грань ее личности, это ее некий рабочий инструмент. Она пришла на работу, и на работе она становится кем? Она становится пророком, она становится судьей. И свою личность воспринимает именно как рабочий инструмент для того, чтобы связать внешний мир и внутренний мир. Вот это, наверное, одно из самых главных, что я выделил в первом зодиакальном доме, в Овне, то, что говорит нам о масти огня, о жезлах, и конкретно прям связано с Деворой. И довольно хорошо человек на этом уровне умеет этим инструментом управлять. Мы об этом с вами тоже убедимся, когда будем сейчас очень скоро читать о Деворе. На этом уровне проблемы социальной адаптации уже нет. Человек всегда может вести себя адекватно, и хотя внутренне будет испытывать некоторые неудобства, но будет искренен и открыт в тех пределах, в которых это возможно по ситуации, что производит обычно очень сильные впечатления, полной внутренней свободы и раскрепощенности. И я должен сказать, что будучи судьей женщиной в Израиле в течение более чем 20 лет, да, можно себя чувствовать и уверенным, и раскрепощенным, и социально адаптированным, и явно вопрос уже не стоял о том, чтобы как-то самоутверждаться. То есть на этой позиции она, скорее всего, я осмелюсь предположить, была на 4-м уровне проработки первого зодиакального дома. Ситуация первого дома отличается акцентом на личности одного из участников. Исповедь, интимные рассказы о личных делах, обстоятельствах и переживаниях человека, производимые с упором на местоимение «я». «Я сделал», «я подумал», «я отреагировал», включают первый дом, причем не только у самого человека, но и у его собеседника, который должен слушать внимательно и не только сопереживать, но и в известной манере отождествляться с рассказчиком. Таким образом, можно условно разделить два типа ситуаций первого дома. В ситуациях первого типа происходит личное самовыражение человека, то есть судья, который говорит, то есть раскрытие, демонстрация его личности. А в ситуациях второго типа происходит ее формирование, и тогда человек в основном молчит, но происходящее воспринимает очень глубоко, ибо оно формирует ему новые программы подсознания, именно черты личности. И вот это как раз очень хорошо вяжется с ее работой судьи, когда выстраивается очередь, когда приходят люди за советом, за тем, чтобы разрешить какой-то спор, разрешить ситуацию, а ситуации порой были сложные. И очень важно здесь включать оба аспекта первого дома, как уметь выслушать, так и уметь потом сказать так, чтобы та вторая сторона тебя также внимательно слушала, и чтобы у нее автоматом включился первый дом, и она воспринимала эти твои слова. И это, кстати, очень и умение слушать в первом доме перекликается с включением Венеры. То есть если по Марсу это больше вот такое мужское начало, напористое, то по Венере это больше умение слушать. Для судьи умение выслушать является не менее важным, если не самым главным, прежде чем сказать. Иначе, не поняв ситуации, что ты можешь посоветовать.
Для ситуации первого дома характерно ощущение личностей, открытости. Идет трансляция внутреннего мира вовне или наоборот. Но основной акцент при этом делается на выразительные средства, то есть на то, как человек выражает себя или слушает, а не на то, что именно транслируется. Ну, мы об этом с вами уже говорили. По первому дому очень важен акцент идет на то, как это происходит, а не на то, что это вообще в принципе происходит. И, к сожалению, конечно, не раскрыта в полной мере личность Девора в Библии, но в который раз хочу напомнить, она единственной была судьей за время судей в Израиле, и явно, что акцент на ее личности как таковой был очень высоким. Она не могла просто затеряться в толпе, не могла быть никем. И понятное дело, что да, люди привыкли к тому, что она судья за 20 лет, но вот это вот как-то оно прослеживается, оно сквозит это ощущение, что по первому дому, да, в большей степени важно, как это говорится, как это происходит, а не что это говорится. Ну, спора нет, то, что она сказала, то, что она скажет, это тоже важно, но, еще раз говорю, важно, как это сделано было. Человек с сильным первым домом кармически должен широко смотреть на вещи, а Девора как раз у нас и является таким человеком с сильным первым домом. Она должна кармически смотреть на вещи, но совершенно не факт, что это делает. Вряд ли, чтобы это было о ней. Скорее всего, что да, она могла широко смотреть на вещи и имела и широту взгляда. Эти люди – форпост цивилизации, национальные герои, которых любят, боготворят, подражают и в конечном счете приносят в жертву, чему они, имеется в виду герои, да, активно сопротивляются, пытаясь лелеять свой эгоизм и пожирая чужую любовь и внимание, не давая эволюции взамен ничего конструктивного. Тогда они нарушают баланс первого и седьмого домов и обретают многих врагов, которые могут их уничтожать. Но, забегая наперед, скажу, что это не про Девору. Вот как раз у нее гармонично развит был первый и седьмой дом, мы это будем сами видеть, смотреть. Не было вот этого развитого ощущения эгоизма по первому дому, что только я. Отсюда появляются, естественно, в таком случае по седьмому дому враги, которые будут стремиться тебя уничтожить. То есть тут будет уже сложность возникать. У Деворы с этим проблем не было. То есть мало того, что она была национальным героем, она была как раз тем самым форпостом цивилизации, она была тем человеком, которого любят, боготворят, подражают, до сих пор подражают. А она одна из немногих женщин, можно сосчитать на пальцах одной руки, и в Новом, и в Старом Завете, примеры женщин, которым современные христианки, как и, в общем-то, женщины на протяжении длительной человеческой истории, стараются подражать, неоднократно напоминая о том, что какую важную роль женщины играли в даже патриархальном обществе, что уже говорить про наше современное, которое, кстати, местами еще больше, может быть, закоснелое, чем то 3000-летней давности. При асценденте в женском знаке, все ли я прочитал? Да, при асценденте в женском знаке этому человеку очень хорошо пожаловаться на свою жизнь. Как тебя никто не уважает и не понимает. Если асцендент в мужском знаке, то этому человеку очень трудно оказать сопротивление, чего бы он ни хотел от вас, при том, что грубое давление для него нетипично. Новое слово, что такое асцендент? Давайте мы с вами разберемся, небольшая ремарочка. Что такое асцендент простыми словами? В астрологии этим термином называют знак, который поднимался на восточном горизонте в точное время над тем местом, где вы родились. Это ключевая информация, которой вы должны обладать для расшифровки своей натальной карты. Имеется в виду, мы с вами открываем еще раз натальную карту, вот мы на нее смотрим. У нас есть первый дом, да, который мы сейчас разбираем. Это у нас Овен, это у нас я, в первую очередь, да, я на хорошем уровне прокачки. Ты воспринимаешь как рабочий инструмент свою личность для того, чтобы взаимодействовать с миром, для того, чтобы связать свой внутренний мир, да, имеется в виду Бога в том числе,
с внешним миром. Вот сразу давайте думать о судье, нашей Девери. То есть она этим и занималась. Она получала некую инфу, она ее формировала внутри, выдавала ее как волю Господа, но это ее внутренний мир, который она ретранслировала во внешний мир. Так вот, асцендента это как раз и является восходящий знак вот в этом первом доме. То есть что? Какой там знак преобладает. И, соответственно, если там женский знак, а по жезлам, по первому дому, во-первых, что-то я говорил, энергия инь, это у нас женская энергия, это еще и земля, и глядя на Девуру, то что это тоже девушка, и глядя на первый зодиакальный дом, где прослеживается, сквозит как Марс, так и Венера, да, то есть и те могут проявления. То есть как важно уметь хорошо сказать, так важно уметь и выслушать. По Марсу сказать и по Венере выслушать. Так вот, когда в асценденте является как раз вот этот женский знак, то этому человеку очень хорошо пожаловаться на свою жизнь. Как тебя никто не уважает и не понимает. То есть прям вот про роль судьи очень хорошо. Ну, конечно, сейчас много есть профессий, которые хорошо перекликаются с этой формулировкой. Это и психологи, в первую очередь, да, там какие-то коучи, учителя, для которых важно, для того, чтобы дать полезный, важный, ценный совет, вначале выслушать противоположную сторону своего оппонента, а потом дать совет. Это же очень хорошо перекликается и с седьмым домом, где у тебя есть враг, условно говоря, да? Компаньон, протеже, которого ты тоже должен выслушать. Просто седьмой дом, он изначально сделан таким образом, да, что я идет фоном, а вот тот оппонент, вторая сторона, является как раз главным. Но мы видим, что это очень хорошо с нашей Деверой перекликается. Седьмой дом представляет оппонента. В его качестве может выступать не только человек, но и группа людей, ситуация или даже мир в целом. Это я просто читаю, сделал заметочку по поводу седьмого дома, для того, чтобы мы понимали, что это прослеживается. Да, я еще раз напоминаю, что седьмой дом это у нас воздух, это другая стихия, хоть тоже мужская, вроде как бы оно сюда не лепится, но это лепится и вяжется с первым зодиакальным домом, потому что они прям вот в одной связке идут в данном случае. Чаще всего оппонент материализуется в виде человека, который воспринимается как партнер или отчетливый враг. На определенном уровне развития это могут быть фигуры внутреннего мира. Отличительной чертой седьмого дома является акцент внимания, стоящий на оппоненте, при фоновом внимании, сосредоточенном на личности самого человека. Для судьи это очень важный аспект и момент, когда ты, и еще раз, в который раз уже повторяюсь, уметь выслушать. И заметьте, что уметь выслушать и по первому дому также идет, но только в том случае, когда включается там Венера, когда включается женская энергия инь. И это просто очень хорошо перекликается с седьмым домом, где ты априори воспринимаешь вторую сторону как главную. Потому я этих два дома вместе собрал и включил, чтобы вполне сформировать картинку Деверы, вполне сформировать картинку пажа жезлов и всей нашей этой ситуации. При включении седьмого дома тенью всегда звучит первый, в частности, распространена частичная идентификация человека с личностью врага, особенно если последний силен и пользуется успехами в обществе. Вот так. Давайте мы с вами потом посмотрим уже на практические значения, которые в наших разных сферах могут проигрываться. В принципе, мы сформировали с вами некую определенную такую картину и общий собирательный образ по пажу жезлов. Посмотрели первый и седьмой дом, и я уже, в принципе, вам закидывал инфу относительно того, как это может касаться Деверы. И, в принципе, они уже рассказал достаточно нам какую-то
общую такую информацию. Давайте мы сейчас уже погрузимся больше как раз именно в саму историю про Девору. Потом мы читаем Библию, а потом я дополню еще другой информацией. В принципе, здесь немного. Так, значит, когда умер Аот, это один из судей тоже, сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа. Я уже говорил, да, для чего судьи были? Для того, судьи, это не в том понимании судьи, как сейчас судьи, да, а это были своего рода предводители, пусть тогда еще не государства, предводители народа. Вот Моисей, пока он их водил 40 лет по пустыне, он был для них тем самым судьей. Он выполнял эту роль. Они к нему приходили, помните, в карте МАК, когда выстраивалась длинная очередь, еще тесть к нему приехал, забыл, как его зовут, и говорит, мол, типа, зачем ты вообще такое делаешь? И народ мучаешь, который стоит по 24 часа, и себе жить не даешь. Назначь среди народа, выбери людей, которым ты доверяешь, которые честны перед Господом, и раздели обязанности. А себя оставь те, которые они дела не смогут разделить. В общем, вот этот момент насчет судей, он уже тогда, еще до восхождения за скрижалями на гору Синай, он уже тогда этот момент выделился. И дальше эта практика укрепилась в обществе, и в принципе, забегая наперед, помня потом, как появился Саул, царь, Давид, Соломон и прочие другие цари, вот это общество с судьями выглядело очень даже демократичным. Да, конечно, с точки зрения Библии такую форму управления можно было бы назвать прямой теократией, потому что не было какого-то феодала, не было царя, батюшки, государя, который управлял народом. Народом управлял Бог. А для того, чтобы узнать его волю, нужно было в каких-то определенные моменты прийти к судье. Но в принципе у людей были уже скрижали, была Тора, было... Пятикнижие Моисея еще не было написано, но были каменные скрижали и были законы записанные. Просто судьи разного ранга знали эти законы, в отличие от людей, и могли им их ретранслировать и сказать. Но напомню, что эти законы были написаны Богом. То есть это у нас была такая форма управления, даже не демократия, а теократия. «И предал Господь их», имеется в виду израильтян, поскольку они начали делать злое, он их предал в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был некий Сисара. И воззапили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. То есть, на секундочку, 20 лет происходит такая вот ситуация. В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. То есть, о чем нам это говорит? Вот сейчас будут развиваться некоторые события. Народ Израилевый стенает под этим жестким игом этого самого Сисары, это военачальник, да, уже 20 лет. А значит, что 20 лет наша Девора является уже судьей, то есть, на секундочку, опыт приличный. Напоминаю, судья – это в целом такой наставник в народе. И здесь говорится, что она была также пророчицей, то есть она получала волю Бога, да, сразу вспоминаем наш первый дом по Овну, и это ретранслировало все в своей работе. Был создан ею образ очередной, и она это все ретранслировала туда. Кстати, хочу напомнить, не напомнить, а в целом сказать, что судьями в те времена должны были быть только женатые либо замужние и с детьми. Для чего? Для того, чтобы у тебя было более широкое понимание принципы устроя общества, чтобы ты был более мягкий, чтобы ты строго не судил. Тоже такой немаловажный момент. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Здесь в моем переводе написано «пальма Деворова» с большой буквы, но в других переводах и в других источниках я находил информацию, что имелось в виду в буквальном смысле пальма,
либо открытое место какое-то. То есть это был не своего рода зал заседания, зал суда или какое-то закрытое помещение, а достаточно открыто. То есть мы все с вами неоднократно слышали о каких-то классных там судебных реформах, либо реформах там в разрезе полиции, когда прозрачные стены, когда нет возможности дать взятку, ничего подобного произойти не может априори, ибо созданы такие условия. Вот здесь тоже созданы такие условия. Человек сидит под пальмой, сидит на какой-то горе, открытая местность, выстраивается очередь, каждый подходит своим каким-то делом, и она беспристрастно судит, дает какие-то указания. Очень похоже это, как в будущем, помните, с царем Соломоном, которого мы разбирали. Такой вот незаангажированный суд. И что случается? Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. Я приведу к тебе, к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Напоминаю, работа у Деворы – это судья-пророчица, то есть она получает волю Бога и ретранслирует ее в народ, либо в каких-то судебных делах, либо вот просто как пророк. И она обращается к Вараку и говорит, как будто бы Господь через нее говорит: собери войско 10 000, и я в твои руки предам вот этих хананеев, чтобы их можно было истребить. Варак сказал ей: если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду. Вот этот стих говорит прям о том положении, которое она занимала в обществе. На секундочку, конечно, 20 лет быть судьей, 20 лет, в принципе, стоять во главе, тогда еще не государства, а народа, дорогого стоит. И, конечно, к ее мнению прислушивались. И хотя, заметьте, она ретранслирует волю Господа, но она говорит, чтобы другой шел. Она говорит, кого конкретно Бог назначает, чтобы этот человек шел. То есть она не берет на себя роль лидера и не ведет за собой войско, а она просто, как вот послушный тот же паж, она передает информацию, которая ей спустилась свыше. Вот и все. Она ему отвечает: пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. И на первый взгляд, не зная, как события будут развиваться дальше, ощущение, что она немножко так возгордилась, да, типа, я тебе вообще сказала, да, ты, не я лично, а Господь через меня сказал, иди, а ты, мол, сомневаешься в силе Господа, говоришь, если ты пойдешь, то и я пойду. И она говорит, тогда будет уже слава не тебе, а слава будет женщине, как будто бы намекает на себя. Но, имейте терпение, не все так просто. Что случается? Случается то, что Сисаре этому донесли, что там собралось войско, он собрал всех своих 900 колесниц, они выступили. Сказала Девора Вараку: встань, ибо этот день тот, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. То есть Сисара, это, помните, да, вот тот, кого боялись, военачальник. Варак преследовал колесницы его и ополчение его, и пало все ополчение Сисарина от меча, никого не осталось. Сам же Сисара убежал пеший в шатер Иаили. Мы об этой девушке будем с вами читать в будущем, но сейчас важно. Убежал в шатер Иаили, жены Хевера Кениянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хевера Кениянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, она покрыла ковром, она его напоила молоком, она ему там дала воды, имеется в виду какие-то угощения. И учитывая, что это были два дружественных дома, она всячески сделала так, чтобы укрыть врагов израильтян, евреев, у себя. То есть Сисара единственный был, который спасся от преследования, и она его прячет у себя в доме.
Но в какой-то момент она берет колышек от палатки, от шатра, берет молоток, и пока он спит, утомленный, уставший, она вбивает ему колышек в голову, то есть она его убивает. И вот как раз это и есть тот стих, когда Девора говорит Вараку: «Я-то с тобой пойти пойду, только не тебе уже будет слава на этом пути, а Господь в руки женщины предаст Сисару». И вот таким образом исполняется пророчество, исполняется предсказание. И если вначале можно было подумать, что она указывает на себя, на свою личность, что, мол, это тогда ей вся слава достанется, то нет. Мало того, после того, когда это все славное разгромление происходит, она составляет песню, в которой, я не буду зачитывать всю песню, она воспевает, восхваляет, кого бы она могла восхвалять, ну, понятное дело, что не себя. В тот день воспела Дебора и Варак, сын Авинаамов, сими словами: «Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа». Вот она поет: «Воспряние, воспряние Девора, воспряние, воспряние, воспой песнь, восстань, Варак, веди пленников твоих». Сейчас. Ну, в общем, не буду я это искать, зачитывать. Речь идет о том, что она говорит, что вот воздает славу Господу, воздает славу Иаиле, которая убила того самого Сисару, и, в общем-то, скромно о себе умалчивает, о своей роли в этом всем происшествии. Вот, что мы можем сказать о данной женщине, прочитав эти строки? В целом, мы понимаем, что человек 20 лет стоит во главе государства, 20 лет судит людей, имеет огромнейший авторитет, является единственной женщиной-судьей в Израиле. При этом она совершенно не обращает на себя внимания, на свою личность. То есть все те какие-то славные деяния, слова, которые она произносит и ретранслирует, она это говорит как Божью волю. И когда случается замечательная победа, на секундочку, 20 лет народ угнетался, случается победа, если мне память не изменяет, потом еще лет 20 после не будет никаких, при ее жизни не будет никаких войн, хананеи были разбиты настолько, что у них даже не было попыток выступать. То есть понятно, что это было благо для народа. И к тому же выступили тогда не все израильтяне, выступило только 2 колена, то есть остальные отказались, мотивируя тем, что, мол, нас никто не притесняет, что нам против этих хананеев выступать. Хотя в свое время, когда они выходили из египетского рабства, то воевали все вместе. Ну, это такое. Это я просто хочу больше вам сказать о том, что со стороны человек выглядит героем, просто абсолютным. Его можно было бы носить на руках, подкидывать, воспевать песни, сделать ее царицей, сделать ее королем, царем, кем угодно. Но нет, она остается скромным пажом, она остается тем, кто просто ретранслирует чью-то волю, послушно исполняя указания. Даже не берет на себя ответственность повести за собой войско, хотя, будучи судьей и пророком, по аналогии с мужчинами, она вполне могла взять на себя это право, потому что судьи-мужчины, они носили оружие, и они в таких каких-то подобных ситуациях вели за собой людей. Она же здесь как паж отдает послушно это право своему рыцарю, Вараку, как паж. Может быть, чуть больше мы сейчас раскроем ее личность еще вот в интересном. Я сюда закинул какую-то инфу. Значит, когда история открывается, вот то, что мы читали в книге Судей, да, 4 глава, Дебора уже является судьей, мы об этом поняли, да? Она разрешает споры, доведенные до нее, пока она сидит под ладонью Деборы, ну, в моем переводе пальмой Деборы, в гористой местности Ефремовой. Она идентифицируется как, вот здесь, внимание, Эшет Лапидот, что может означать несколько вариантов. Женщина из города Лапидофа, как вот в этом... У меня написано «жена Лапидофова», да? Но есть разные версии, разные варианты. Значит, это женщина из города Лапидофа, жена
в скобочках мужчины Лапидофа или женщина со светильниками, то есть огненная женщина, или даже пиромант. Если Лапидов – это человек, ну то есть типа у него есть муж Лапидов, то он неизвестная фигура в еврейской Библии, потому что больше нигде этот Лапидов не встречается, не появляется, ни в переписи, в общем нет о нем больше никаких известий. Некоторые еврейские предания утверждают, что Лапидов – это другое имя полководца Деборы Варака. Кстати, такую версию я тоже слышал, что Варак на самом деле был ее мужем. Почему? Потому что его имя означает молния. Да? Там мы говорим о том, что это светильник, факел или даже женщина-пиромант может быть, Лапидов, простите. А тут Варак переводится как молния, что вполне может прям отождествляться. Если это так, то вот эта парочка вдвоем, это вот просто первый дом кровь от крови. Только с Венерой и с Марсом в этом в асценденте, да? То есть Варак тот, который такой мужественный, молния, который вот как Овен бьет четко в цель, да, вот, ну, Марс одним словом. А Венера такая вот более мягкая, да, как вторая сторона, которая способна выслушать, и как седьмой дом такой сквозит у нее прокачанный, она отдает второй стороне инициативу. И она же очень хорошо здесь и как паж выглядит. Она, имея полномочия, на первый взгляд, да, нам так кажется во всяком случае, но она их отдает тоже не себе. Она их отдает Вараку. И тут уже не важно, он ее муж или нет, давайте просто их рассматривать как пару, как предводителей двоих, которые освободили израильтян от гнета хананского царя. Вот эта парочка, она, выступая вместе и действуя сообща, они выглядят как первый дом. Значит, пророк, это я уже, по-моему, говорил, да, был тем, кто действовал как проводник божественной речи, глаз шатай Бога. Что имеется в виду? Это сейчас в нашем понимании пророк – это, ну, как бы человек с какими-то сверхъестественными способностями, который ясновидящий, который может слышать какие-то голоса, и, в общем, эзотерика, магия и все такое. А тогда имелось в виду пророк-судья, это были не то чтобы божественные понятия, взаимодополняющие, потому что когда шли к судье, само собой имелось в виду, что это будет суд Божий. То есть сидит человек, который знает Тору, то есть знает все, хотя там больше, чем 630 заповедей, кроме 10 заповедей, все, которые там записано у нас во Второзаконии, там, что кому положено делать в каких-то спорных ситуациях. А если была какая-то ситуация неразрешимая, сложная, то вот тогда она была, скажем так, глашатаем воли Господа. И вот в случае как раз с Вараком это и происходит. Она в какой-то момент говорит Вараку, она послала, вот написано, и призвала Варака, и говорит ему, что Господь предаст в твои руки колесницу этого Сисара и так далее. Интересно еще значение ее имени. Девора на иврите переводится как пчела. И вот тут интересное такое толкование и разъяснение ее имени вот в разрезе событий, связанных с ней. Мидраш, это сборник учений по Торе, объясняет, что евреи, как говорят, подобны пчелам в нескольких отношениях. Вот в одном аспекте пчелы роем следуют за своим вожаком, так и еврейский народ следует за мудрецами и пророками, чтобы учить их. В данном случае Девора, пчела, она является вот как раз той, которой, пчела-матка, да, за которой весь рой следует. Вы же знаете, а может, если не знаете, то я вам так скажу, если забрать матку и перенести в другой улей, да хоть за сколько там километров, весь рой туда последует. Они все переместятся за ней. И задача всех пчел как бы и помогать служить, и одна же одновременно является для них защитой, продолжением рода. Ну, своего рода такая Дева Мария, что ли, да, вот в современном христианстве сейчас так выглядит. И Девора была как раз таким предводителем, духовным лидером, если хотите. Немножко, конечно, не вяжется с тем, что это паж, но свяжется с ее именем и с теми, скажем так, обязанностями, которые она выполняла. Но если мы вспомним, что это было не ее талант и заслуга, а ретрансляция воли Бога, то тогда она паж.
Как укус пчелы весьма болезненный, а пчелиный мед невероятно сладок, так и Слово Божье ужалит тех, кто не следует его заповедям, но благословит сладкой жизнью тех, кто живет праведно. Как та же судья. То есть суд Божий, он одинаков для всех. Если ты поступал хорошо, вот приходят две стороны с разрешением спора. Помните, как у Соломона, да, вот две женщины, одна из них врет, вторая говорит правду. И то есть в одном случае, ну там мы не знаем, было ли наказание для той женщины, которая соврала, но предположим, что было какое-то наказание, да. Так вот, суд Божий, как вот этот яд, с одной стороны пчелиный, а с другой стороны как мед, то есть кому-то суд Божий будет сладок, как мед, а кому-то он будет смертельный, как укус вот этой пчелы, этот пчелиный яд. Пчелы собирают пыльцу и нектар не для собственного блага. Помним, да, что пчелам столько не надо меда, сколько они собирают, а для блага других, подобно тому, как евреи собирают мицвы, то есть добрые дела, совершенные для других или религиозного блага, для удовольствия и пользы Господа. Ну, здесь Мидраш, сборник учений по Торе, в целом говорит о всех евреях, но давайте мы смотреть в разрезе Деборы, ее имени пчела, что она вот работала как раз как этот усердный паша. Помните, пажи, они все такие у нас трудоголики. Ну, в прямом значении, в правильном прочтении этой карты. То есть это всегда будет начало, потенциал, это энтузиазм, это будет какой-то старт. И дальше подразумевается много-много-много работы. И вот как пчелы, которые собирают пыльцу, нектар, я живу в частном доме, и я вспоминаю, как только снег сошел, первые повылазили цветочки, там крокусы, а пчелы уже летают, они уже собирают мед. Впору вспомнить анекдот про этот подснежниковый мед, да? Да, ну серьезно, снег сошел, они уже могут собирать с первых цветов. Так и Дебора тоже, как паж жезлов. Пчелы непритязательные насекомые, что напоминает детям Божьим о смирении. Ну, это вот прям пажи, да, то есть раб Божий. То есть это как раз та роль, которая отведена как пажам. То есть ты понимаешь, что ты будешь делать, что тебе стоит делать, и как прилежный паж ты это просто берешь и делаешь. И вот здесь Дебора и ведет себя именно так. Она совершенно целиком и полностью выполняет волю Господа, хоть и занимает такое значимое положение в обществе. Кстати, неоднократно так оно и в жизни может быть. То есть, когда человек, на первый взгляд, кажется вам там, руководителем фирмы, может быть, ну не на первый взгляд он таким и является, но в какой-то ситуации он может быть, в принципе, пажом. Понятное дело, что крайне редко такие ситуации можно встретить в целом, чтобы вот вся жизнь человека была такой, имеется в виду на его работе. Здесь наш случай уникальный, потому что над Деборой был начальник. Она сама как начальник выглядела, но над ней был начальник. Кто? Господь. Да? А он ее просто назначил слугой, рабом, и потому паж. Так, судьи искали руководство у Господа, молясь и размышляя перед тем, как объявить свое решение по тому или иному вопросу. Многие из судей также считались пророками, произносившими слово от Господа. Дебора сидела под пальмой между Рамой и Вифилем в гористой местности Ефрема, и израильтяне, уже я читал, выстраивались в очередь. Почему Дебора паж, а не королева? В принципе, уже неоднократно об этом вот сейчас уже говорил, но отдельные моменты записаны, можно будет их выделить. То есть вот из всей истории по поводу Деборы, да, можно сделать таких вот 4 заметки, глядя на ее пример, да, как пример для современных христиан. Первое – это будьте послушны. Если Бог говорит вам, что что-то делать или куда-то идти, несмотря на ваши страхи, прислушайтесь к Его призыву. У Него есть планы, которые мы не можем понять, а сердца и жизни могут быть изменены нашим послушанием. Логикой, помните, да, мечи, в целом у нас логика, паж мечей – это логика. Он бы, наверное, и не выступил с какими-то неравными условиями. Ну, на секундочку, если бы 20 лет они были угнетаемы хананеями, то явно по каким-то объективным причинам они до сих пор не выступали. А тут Господь сказал, что нужно выступать, и она выступает. Ну, не лично она ретранслировала
это слово. То есть будьте послушны. Вот это послушание, кому оно присуще? Оно присуще пажам. Будьте смелыми. Здесь применима старая поговорка. Бог не призывает квалифицированных, Он определяет призванных. Делать что-то вне зоны комфорта, чтобы прославить Его, имеется в виду Бога, может быть страшно, но вера никогда не обещала быть легкой. Быть смелым, будьте мужественны для Его славы. Видим, да, мы смелость этой самой Деворы. Ну, для меня в данном случае смелость и послушание, они очень близки, потому что человек, который понимает, что ему надо просто сделать это, потому что начальство повелевает, потому что это внутренний твой мир, помните, это там связать внутренний мир и внешний мир, ретранслировать волю Бога, в итоге это как такая полная покорность и послушание. В общем, все, что можно вписать в слово «раб Божий», оно применимо и будет к пажу. Третий пункт. Будьте верны. Никогда не отказывайтесь от своей веры. Возможно, мы не всегда знаем, как будет выглядеть дорога впереди, но нам нужно только помнить, что Бог будет верно вести нас и указывать путь. И еще один пункт, напоминающий нам о том, что это у нас не королева, это у нас паж. В культуре, где доминировали мужчины, Девора не позволяла своей власти вскружить ей голову, а проявляла власть, когда ее направлял Бог. Ну, я думаю, вы это и сами поняли, и, по-моему, я неоднократно говорил о том, что если бы не было теократического управления, если бы это была просто история не из Библии, а история написана людьми относительно вне божественных каких-то принципов, то она могла бы вполне выглядеть как королева, особенно если бы еще взяла на себя славу за свое замечательное судейство, за свое замечательное предводительство народом. Но этого всего не было. Она себя ведет как паж. То есть она ведет себя как тот, кто послушно исполняет чьи-то указания. Чьи указания? Бога свыше. Поэтому это паж. Что, давайте мы заглянем еще в искусство. Немного, к сожалению, картин, на которые можно посмотреть. Ну вот сравнительно недавно написанная картина в 1901 году, написана неким Чарльзом Ленделем, и вот он видит Девору вот так вот. Черноволосая девушка с пронзительным взглядом, с характерным жестом в правой руке и свиток в левой. Ну, напоминание о том, что она судит по Божьим законам, по Торе. Есть также вот такая статуя. По-моему, это 1800, извините, тут единичку я забыл дописать, 1849 год, скульптор Лагановский, остатки украшений старого храма Христа Спасителя. Это также Девора. Видим мы руку тоже вот в таком каком-то знаке характерном, который типа attention, внимание, да, я вот сейчас буду возвещать волю Господа. И она зачитывает. Вот такая вот картина. Тоже не так-то аж много, там чуть больше 100 лет. Джеймс Тиссо. Это встреча Деворы, ну или там просто Девора под пальмой написано, да. Возможно, как раз в момент, когда к ней пришел Варак, и она ему говорит о воле Господа. Также есть вот такая статуя. Здесь мы видим в руке некое подобие факела, что как раз вот относит нас к ее имени. Помните, там Лапидов, Дебора, и в одном случае там жена Лапидовова, а в другом случае из города Лапидов. А третий вариант мы выяснили, что это может означать также факел или там женщина-пиромант. Вот такое, что связывает ее с огнем, с пыланием. Что, кстати, очень хорошо у нас еще и с жезлами снова-таки перекликается, да? С огнем, с желанием зажечь, возможностью зажечь народ. Вот такая вот картина, 1630 год. Написал Соломон де Брей. Здесь 3 персонажа у нас изображено: Иаэль,
Дебора и Барак. И вот на первом месте как раз Иаэль. Но к ним мы вернемся в другой карте. Она также у нас будет в виде пажа, но пажа мечей. Но история требует это все связать вместе. И здесь, к сожалению, Дебора, видите, на втором плане изображена в виде какой-то старушки, которая сложила руки и молится Богу. Так, что у нас есть еще? Еще есть вот такая замечательная, большая, красивая картина. Хуан де ла Корте, 1630-1660 год. Дебора и Барак против Сисары. То есть это именно само сражение сейчас происходит. Видим мы это огромное войско, видим мы город. Не совсем понятно, кто где есть, но непосредственно происходит сражение. Это гравюра Гюстава Дере, которую мы разбирали. Вот как раз видно здесь Дебору, которая, судя по всему, уже поет песню. То есть все уже свершилось, все произошло, и она воспевает песню, которая уже и написана в 5 главе. Воздавая хвалу и честь не себе, любимой, единственной, неповторимой, а Господу Богу и другим людям, хвалит других. Из 13 столетия, это 1200-е годы, псалтырь святого Луи. И здесь тоже у нас показана сцена, где есть Дебора и Барак. Вот такая вот небольшая миниатюре. Ну вот, не так много искусства, не так много того, что можно было бы вам показать. Что мы сегодня сами, все ли мы прошли, да? По-моему, все. То есть мы с вами поговорили, так, если закрепить весь материал. Кстати, по поводу фильмов, да? Честно говоря, никто из режиссеров не любит пажей. Понятно, потому что, как ты изобразишь пажа, оставив его постоянно в роли пажа? Он непременно должен будет стать либо рыцарем, либо королем. А если мы говорим о второстепенной роли, так почти в каждом фильме есть второстепенная роль. Какой ни возьми, будет второстепенная роль. В общем, я не готовился не потому, что не хотел, а потому что посчитал, что не будет явно главного героя, который мог бы остаться пажом. Плюс у нас с вами сформировался достаточно мощный образ самой Деборы, которая является этим самым пажом. По одной единственной причине, только потому что была теократическая форма управления государством, народом, потому что был Бог, Господь, который ретранслировал волю для нее. И заметьте, что когда уже начало существовать государство, либо объединенное Израиль, либо отдельное иудейское, отдельное израильское государство, северное, и там были цари, но там же отдельно были и пророки, там же отдельно были и священнослужители. И в итоге царь там уже, он стал быть похожим на того царя, как у соседних народов. И в итоге демократия, теократия, она превратилась в монархию. Так вот, в это время, когда были судьи, когда была Дебора, это как раз была теократическая форма управления. И хотя она и занимала в обществе со стороны для соседних, может быть, народов, занимала самую высокую должность, самый высокий пост, ее можно было бы назвать королем или как минимум королевой, но нет, она была всего лишь пажом. Она выполняла волю Господа и послушно совершала то, что ей было предписано, и то, какая роль была ей отведена и указана. Мало того, видно, что она была не перевернутым пажом, а именно прямым, то есть она прям четко это все выполняла, не пытаясь на себя перетянуть одеяло. По зодиакальным домам мы с вами определили, что такая несколько собирательный образ из 1 и 7, но больше 1 и 7 просто потому, что он очень в такой женской инской энергии в Венере проявляется очень хорошо. 7 дом в 1, поэтому мы его тоже захватили. Историю Деборы мы с вами тоже прошли, узнали, что общего у Деборы и пажа жезлов. Устал повторять, очевидно и понятно, почему Дебора паша не королева, вот прям только что сказал, искусство прошли. Осталось только нам вернуться в значения, там, где конкретно практические значения, которые могут проигрываться по этой карте уже в раскладах. Опять же, напоминаю, что
это скорее такие, не то чтобы там рекомендации, нет смысла эти слова выписывать и на них акцентировать внимание как на единственное правильное. Самое ценное, что я бы хотел передать вам, то, что у вас бы осталось, это образ по пажу жезлов, образ в виде Деворы пророка, Деворы судьи. Как она себя вела, ее скромность, ее польза для общества, ее этот энтузиазм, ее вера, ее зажигание, да, вот там она даже названа факелом, либо женщина с факелом. Или вместе, когда они пара Дебора и Барак, как они вот оба, как Овен выглядит, только с мужской и женской такой энергией, как дополнение друг друга. В общем, в 4 возможных сферах жезлы, напоминаю, это у нас будет социум саморазвития, социум работа, карьера. Кубки – это у нас будут взаимоотношения близкие между людьми. Пентакли – это сфера бизнес, вложение денег. И мечи – это будут какие-то прямые действия, либо саморазвитие. Так вот, по жезлам, новые перспективы. Опять же, тут в принципе вот это понимание новизны, понимание того, что что-то новое, что-то возникшее, какой-то потенциал, энергия, вот это вот все, это все общие слова, которые одинаково хорошо подходят для любой сферы. И это, наверное, главное, что вы должны вот вынести в целом из этого образа. А там уже вам ваш просто ум подскажет, помня всю эту картину, помня все, о чем мы говорили, он вам просто поможет сформулировать, а что же здесь это означает. Кстати, помните, я говорил, что когда будем с вами читать историю, вот думайте о том, как это вот в перевернутом значении, да, может проигрываться, именно сама наша Девора. Но давайте мы сейчас будем смотреть. В общем, новые перспективы – это начало, если мы говорим о работе, да, как в ее случае. Вот она получила новое известие, она обращается к Вараку, то есть это что-то тоже новое, еще ничего не произошло, потом мы знаем, что произошло, они победили. Но пока это в начало самой ситуации, это какой-то энтузиазм, опять же, это амбициозность. В перевернутом значении я здесь написал заносчивость, да? В чем разница между амбициозностью и заносчивостью? Ну, наверное, разница будет, само собой, в внешнем проявлении, но также и в конечном результате. В одном случае амбициозность, и ты можешь достичь, прикладывая определенные усилия тех своих амбиций и высот, удовлетворив свои амбиции, а заносчивость, когда ты не здраво оценил все то, на что ты там положил свой глаз. То есть представьте, что если бы она действовала сама от себя, без Господа, то ее амбициозность, она бы выглядела как заносчивость. Точнее, ее бы амбициозность визуально оказалась бы заносчивостью, когда она бы просто подвела всех этих евреев, израильтян под хананеев, которых бы убили, потому что бой и сражения были неравные. Инфантильность. Инфантильность – это такая детскость, да, когда, еще говорят, детская непосредственность. Но тут скорее в таком негативном значении, когда человек не совсем здраво может оценить ситуацию и смотрит как ребенок. То есть представьте на одну и ту же ситуацию, особенно когда она касается каких-то серьезных вещей, сферы работы, как на это смотрит взрослый человек, как это смотрит ребенок. Да, он многих вещей не замечает, ему кажется, что это все возможно, и я так тоже могу. В перевернутом, да, вот может быть король жезлов, а может быть паж. Король жезлов на самом деле он построит в пустыне Дубай, а паж жезлов только скажет, что я тоже так могу, вообще легко. И назовет еще 10 причин, почему он это еще и быстрее сделает. Вот такая как раз инфантильность. Десятилетнюю почему-то я себе здесь тоже написал, потому что такое социальное явление, плюс оно еще и очень неплохо перекликается с нашей судьей. И представьте, что судья в перевернутом значении, она бы очень легко могла, как человек, сидящий и общающийся со многими, она очень легко могла бы быть разносчиком этих самых сплетен. У нее бы столько историй было, она бы каждому второму рассказывала: ой, а у меня на той неделе был такой случай, вы не поверите, приходил Амрам и Сара, так вот там у них, и понеслось. Симуляция. Симуляция тоже в перевернутом значении, когда, представьте, она не получила напрямую от Бога известие какое-то, она это симитировала, рассказала. Это как бы уже и вранье может прослеживаться, но имеется в виду, что
что-то поддельное, не настоящее, не искреннее, то есть не рвение ее вперед, вот такой вот огонь, где она с верой в волю Бога, где она с уверенностью в том, что они смогут победить, а когда это такое искусственное, когда это какое-то что-то наигранное. Ну, это все, я напоминаю, в сфере работы мы разбираем. В сфере кубков вдохновение, которое происходит в паре, во взаимоотношениях, ситуативно даже что-то, да, когда выпадает такая карта, она может просто обозначать, ну, конечно, сами по себе пажи кубков и в целом масти кубков, они такие у нас с глубокими чувствами, а здесь может на какую-то ситуацию показывать, если в паре, то это может означать какое-то вдохновение, когда есть желание что-то делать, желание что-то творить, какой-то потенциал, который будет раскрыт дальше. Это же может быть роман, может быть и интрижка, в зависимости от того, какие уже будут соседние карты, как будет развиваться ситуация. В любом случае, это будет старт, это начало, неплохой потенциал, но вот в таком значении все может выглядеть изначально неплохо, но превратиться просто вот в такой яркий пшик, зажженная спичка, которая быстро сгорела, и как говорится, лучше бы ты ее и не зажигал. Флирт по этой карте может проигрываться как такое что-то тоже детское, незрелое, такое может быть что-то такое посредственное. Это, знаете, карта напоминает мне перевернутого шута, когда никаких обязанностей, сегодня я вот с тобой встречаюсь и мне с тобой замечательно, а завтра вообще не беру трубку, ты кто такой, ты кто такая, да? Как-то так. Может быть увлечение также, искра, я уже сказал, искра, да, ожидание, а вот уже как они оправдаются либо нет, но вот сам момент, то, что, грубо говоря, либо какая-то ситуация сформировалась, либо какой-то человек нарисовался, он пока вот пажом выглядит в этой ситуации. Как вот Девора пришла к Вараку, помните, да? А он как бы говорит, ну если ты со мной пойдешь, то и я пойду. То есть не сразу же он ринулся в бой. То есть был какой-то вот такой момент, вот это вот самое ожидание. Что же будет дальше? Как будут дальше развиваться события? Может быть поверхностность, такое вот сложное немножко слово, поверхностность, то есть когда, ну по пажам вообще идет такое, коли это начало, коли это незрелой ситуации, то в перевернутом значении это может быть и вот прям там по верхам пройтись, без того, чтобы потом углубиться дальше, чтобы это переросло во что-то большее, как в случае с Деворой, да, это переросло в полноценную битву, сражение, были собраны 10 тысяч воинов, они были вооружены, где-то же не взяли это оружие, они выступили, то есть мы понимаем, что дальше события, которые происходили, они явно не соответствовали только пажу. Там уже по полной программе вся колода присутствовала, и тяжелая артиллерия пошла в ход. Там все карты уже были. Поэтому поверхностность по пажу будет, если бы только она об этом всем сказала, но как бы дальше не пошло бы это все развитие в дело. Соответственно, если мы говорим о взаимоотношениях, то не стоит ожидать вот в таком значении, что будет что-то развиваться дальше. Скорее это вот по ушам проехаться, что ли. Непостоянство. Непостоянство почему? Потому что, помните, по пажам у нас в целом все проходит, все пажи, это у нас стихия Земля. Земля у нас медленная стихия, но она подразумевает постоянный труд, постоянную работу. В землю ты что-то садишь, и оно не вырастает моментально. Нужно его поливать, нужно его сапать, нужно его прорывать, нужно его защищать. И только осенью ты получишь урожай. То есть в течение года всего теплого ты работаешь над этим упорно, а потом получаешь урожай. То есть вот этот момент понимания того, что по всем пажам проходит стихия Земля, подразумевается какая-то работа, какой-то упорный труд. Конечно, для в целом жезлов это не совсем характерно и свойственно, но все-таки пажи у нас, они, вот им сказали, надо делать, они делают. Плюс, помните Девору, да, она вот 20 лет сидела и судила. Сказал ей Господь сделать, она сделала. Сказал он то, в общем, да, вот она такая послушная, и ощущается вот этот вот момент постоянства. В перевернутом значении, понятное дело, что
такое метание туда-сюда, как бы вот это хочу, это не хочу, сегодня я тебе позвоню, завтра я тебе уже не позвоню, сегодня ты мне нравишься, а завтра мне уже нравится кто-то другой. По пентаклям это у нас бизнес, это у нас какие-то вложения денежные, раскрутка бизнеса. Опять же, сразу, да, это незавершенный этап, незавершенная стадия. Пусть вас не вводит в заблуждение вся история с Деврой, которая завершилась уже хорошо. Давайте смотреть больше на... Вспоминать также, вот, что у нас по традиционным значениям по пажам жезлов проходит, по Ветовской карте. Что у нас по зодиакальным домам проходит, и скорее вот начало, да, когда еще не выиграли сражение, а только она от Господа получила известие и обращается к Вараку. Вот это и есть раскрутка бизнеса. То есть эта карта хорошее предзнаменование, потенциал какой-то, который может быть. Вот я дальше написал, да, это может быть старт в бизнесе, старт в том, чтобы открыть, выпадает такая карта в числе расклада на открытие какого-то бизнеса, на какое-то новое дело, стоит ли заниматься этим или этим, во что лучше вложить деньги, там, две какие-то ветки будущего там развиваем, например, в этот проект, либо в этот. Когда это выпадает, это подразумевает, что да, неплохо, отлично, здесь есть потенциал, соседние карты покажут какой и во что он выльется. И всегда такой потенциал будет подразумевать работу. По пажам идет работа. Девора много работала вместе с Вараком для того, чтобы потом это переросло во что-то большее. Творческий подход может быть в сфере пентаклей. Почему вспоминаем мы Девору? Я не хотел уже заострять внимание, но у них сражение происходило в долине Мегидо. Позже греки называли ее, транслитерацию провели, и называли эту долину Армагеддон. Да, тот самый Армагеддон, о котором говорят, это великое сражение, которое происходило, где Господь предал в руки израильтян хананеев. По историческим сводкам там все было сделано так, что у хананеев не было возможности выиграть. Там были погодные условия для них сделаны ужасно, и ветер дул в спины евреям, но в лица хананеям. Они не могли пользоваться стрелами, не могли пользоваться пращами. Пошел сильный дождь, их колесницы увязли. В общем, вот эта вот самая долина Мегидо, долина Армагеддон по-гречески, она превратилась в смерть неправедных. Помните, как пчела, да? Вот Слово Божье. Для одних это сладкий мед, а для других это будет как яд. К чему это все? К творческому подходу. Творческий подход видится здесь в том, мы опустим там божественное провидение, промысел и его руку, а предположим, что это все люди сами сделали. То они там как бы просчитали погоду, например, да, они там как-то смогли какой-то военной хитростью, может быть, сделать так, чтобы с лучшей стороны напасть в лучшее время года, зная там, например, погодные условия именно той долины, что там вот с такого-то по такое-то число идут проливные дожди, и они лучше подготовились. В общем, какой-то такой вот необычный творческий подход, да, с учетом каких-то факторов. Хотя это, конечно, у нас не паж мечей, и в целом не мечи, здесь не пахнет такой продуманностью, логикой, расчетами, цифрами. Скорее, какой-то такой порыв творческий, но, может быть, и нерешительность. Представьте, что если бы Варак засомневался настолько, что и Девора засомневалась, что она тоже не пойдет. Варак сказал, не пойду, точнее, пойду, если ты со мной пойдешь. Она, мужчина не хочет, а я женщина, тоже не пойду. Да? То есть, может быть, нерешительность по этой карте. Стихия воздух, это у нас идет какие-то прямые действия и саморазвитие. Опять же, новая информация, то есть новые какие-то знания. Открытость, по пажам открытость, помните, самой Деворы, открытость, доступность была для людей, открытость знаниям, которые она получала, возможность к ней приходить и возможность услышать от нее то, что она скажет. Рвение, я здесь к себе, кстати, записал, рвение, но не усердие. Усердие – это в большей степени вот прям паж пентаклей.
Это тот, кто будет сидеть, делать конспекты, делать заметочки, все себе выписывать, подчеркивать. Здесь скорее рвение. Здесь такой вот всплеск, потенциал. Он, кстати, может привести это рвение к усердию, если оно будет постоянно подогреваться. Одно из слов здесь есть мотивация. А вот если есть мотивация, присутствует то самое рвение, то на такой постоянной основе, то это приводит к усердию. То есть что-то же заставляет человека сидеть и монотонно писать. Что-то, да, какое-то желание, что-то такое вот у него есть, рвение. Страх перемен в негативном значении. Девора могла вполне бы испугаться. 20 лет. Ну, как-то же не жили 20 лет бок о бок с теми хананеями. Ну да, плохо, да, нападали, да, убивали кого-то, дань пришлось платить. Но в конце концов, как говорится, худой мир лучше хорошей войны. Поэтому страх перемен здесь может присутствовать. Нет, не побоялась. Ну, опять же, почему? Потому что Паш, потому что она слышала это от Господа. Ну, мотивация я уже сказал. Вот, пожалуй, все. Я сегодня опять краток. Надеюсь, вам так нравится больше, чем слушать по 3 часа лекции. Поэтому разрешите вам откланяться. Спасибо всем, кто меня смотрел. И до встречи. До свидания.